Всем привет, друзья! Давайте сегодня приготовим картофельные зразы с мясом. Рецепт очень простой, я готовлю по нему уже много лет, поэтому уверена, вам понравится и трудностей возникнуть не должно. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал. И я хочу еще раз напомнить, чтобы вы становились спонсором этого канала и помогали мне делать качественные видео. Приготовление мы начнем с начинки. Список ингредиентов вы видите на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Сразу мы будем готовить с фаршем. Я беру индюшиный фарш, но вы, конечно, можете брать любой фарш, который вам нравится. Даже если вы не употребляете мясо, можно взять соевое мясо, либо заменить мясо грибами. Поверьте, будет тоже очень вкусно. Итак, в сковородку добавляем масло и обжариваем мелко порезанный лук. Жарим примерно 2-3 минуты, затем добавляем натертую на крупной терке морковь, чеснок натираем на мелкой терке и отставляем в сторону. Постоянно помешиваем, чтобы овощи не подгорели. Добавляем фарш и снова все перемешиваем, примерно 2 минуты нужно обжарить. Берем свежий шпинат, у меня молодой шпинат, его я обмыла предварительно и мелко нарезаю. Если у вас нет свежего шпината, просто берите замороженный и добавляйте сразу к мясу на сковородку. Итак, все хорошо еще раз перемешиваем. Добавляем натертый чеснок. Нам нужно добиться, чтобы мясо потеряла розовый цвет и стала таким слегка обжаренным. Добавляем соль и сушеную зелень. Если у вас нет сушеной зелени, добавляйте просто любые специи, которые вам нравятся. Следом идет шпинат. И обязательно добавляйте сливочное масло. Именно масло придаст начинке сочность, потому как индюшиный фарш довольно-таки сухой. И для того, чтобы сбалансировать вкус, сливочное масло подходит сюда идеально. Все, начинка готова. Мы обжаривали ее в среднем 15 минут, перекладываем в отдельную чашу и отставляем в сторону. Теперь переходим к приготовлению теста. Картофель отвариваем обязательно в мундирах и даем остыть буквально полчаса при комнатной температуре. Не нужно ставить картошку в холодильник, либо отваривать с вечера ее. Желательно, чтобы картошка была теплая. Именно с теплой картошкой получается эластичное тесто. Добавляем картошке яйцо и соль, а также сушеную зелень, если вы ее используете. И снова разминаем картошку толкушкой для пюре. У вас должно получиться однородное тесто, хотя это еще не тесто, это картофельное пюре, но чтобы не было крупных комочков, обязательно хорошо растолчите ее. И добавляем муку. Сначала покажется, что тесто очень густое, тяжело его перемешивать, но потом оно получится очень мягким, и вы увидите, как хорошо оно лепится. Теперь переходим к формированию наших зраз. Берем небольшое количество картошки, руки обязательно притрусите мукой, либо смажьте растительным маслом. Столовой ложкой выкладываем сначала одну часть теста, распределяем ее по ладони, добавляем где-то столовую ложку начинки, можно больше, и накрываем еще одним пластом теста и формируем вот такие вот похожие на пирожки, но нет, это зразы, формируем картофельные зразы. И так поступаем со всеми зразами. С этого количества ингредиентов у меня получилось всего 6 штук. Но вы, конечно, можете регулировать размер зраз, и у вас может получиться как меньше, так и больше. Поэтому просто ориентируйтесь на свой вкус, какой размер вам нравится больше. Теперь на сковородку добавляем примерно 150 мл растительного масла и хорошо нагреваем нашу сковородку. И затем выкладываем зразы. Их нужно обжарить примерно по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Обязательно следите, чтобы тесто не подгорело, потому как в принципе у нас все ингредиенты готовы, начинка готовая. Тесто тоже практически готово, остается лишь его обжарить.
Также нам понадобятся бумажные полотенца. Обязательно выкладываем уже готовые зразы на бумажное полотенце для того, чтобы впитался лишний жир. И обжариваем оставшиеся 3 штучки зраз. Также нужно промокнуть бумажным полотенцем все зразы для того, опять же, чтобы весь лишний жир ушел. Можно еще обмять со всех сторон зразы для более уверенного результата. И в итоге у вас получатся вот такие пышные и румяные зразы. Есть их можно как пирожки, в принципе, так и в виде гарнира или основного блюда со сметанкой, с любым соусом. В общем, пробуйте и обязательно расскажите мне в комментариях, что у вас получилось. Мне безумно важна обратная связь от вас, для того, чтобы я понимала, какие видео вам нравятся, какие рецепты вы еще хотите от меня получить. В общем, буду благодарна, если вы будете со мной в контакте. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!